Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре средний танк третьего левела нации Франция, проходная ветка прокачивания, да, Самуа С-35, вот такой вот поросеночек, и это средний танк. Вы подумаете, угу, здоровый, наверное, тяжелый. Нет, средний. Предлагаю уже по сложившейся традиции сначала пойти посмотреть бронирование Самуа С-35. Идем. Итак, вот наш Самуа С-35. Давайте глядеть. Нижняя часть у нас НЛД, ВЛД. Здесь 47 по центру, да везде практически. 49 ближе к низу, потому что там закругляется у нас полукруглая часть корпуса внизу. Вот. Здесь у нас ВЛД 61-62. Верхняя часть подбашенной рубки, мехвод у нас 48, ну 49, 51. Вот, башня 40. Вот здесь у нас вот такие скосы идут. Вот, там приведенная броня. Вот здесь 90, здесь 136 рикошет. Ну, оно и понятно, угол наклона, сами видите какой. Здесь 98. В лючке у нас 37. Лючок у нас просто мега огромный, обзорный лючок. Боковое бронирование у нас 25, 40 вверху, там где фальш-борта. Итак, от борта он танковать может, но будет подставлять свою щеку корпуса. Соответственно, сюда он и будет пробиваться. А нижней частью, в принципе, будет вытанковывать всех. Хорошая ли броня вот здесь в корпусе, но так скажу вам, что пулеметные пушки без голды, да и на голде какие-то он даже отбивать будет, вторые, третьи левела, четвертые вас сюда будут, естественно, рвать. Вот, башня у нас очень слабая, но вот эти щеки, они, конечно, супер крепкие, непробиваемые, все-таки будут держать удар. Но в 40 миллиметров вот эта фронтальная часть, конечно, вас спасать не будет. Ну и плюс, конечно, вот этот огромный лючок, господи, стреляй, не промахнешься. То есть, по сути, прям какой-то брони на нем нету. Против пулеметов есть броня, против пушек с одиночными выстрелами, конечно, даже обычными снарядами нас будут большинство танков шить. Голдой уж подавно. Давайте смотреть орудие. Вот, нам предлагается тут большой выбор пушек, но нас, конечно, интересует вот эта топовая с альфой 55, пробитием основным снарядом 66, голдой 98, заряжается почти 3 секунды, точность 0,38 более-менее, кстати, ДПМ почти 1150 там. Ну и, конечно, время сведения тоже нормальное, комфортное. То есть по пушке, в принципе, вопросов нет. Немного смущает, конечно, слабенькая альфа, как на мой взгляд. Но это все-таки средний танк, не ПТ САУ, не какой-нибудь тяжелый танк. Вот. А что касаемо рации, однозначно ставить нужно топовую, потому что между стоковой в 300 метров дальней связи и топовой в 710 разница более чем в 2 раза. Очевидно, что такая рация вам пригодится на полях сражений, чтобы принимать и передавать данные о месторасположении противника. Да, тем самым, возможно, из кого-то засветите, и кто-то там издали какая-нибудь арта или ПТСАУ газанет по засвеченному противнику, вы получите дополнительный ассист. А это будет выражаться в серебре в дальнейшем. Так, 190, мощность двигателей 230, прирост будет порядка 15%. Понятно, топовый двигатель нам интересен. Ну и понятно, ходовая, поскольку подвижность данной машины очень слабая, и если вы не прокачаете топовую ходовую, конечно, вы себе впечатление немного от танка попортите. Вот, по башне различия у нас, давайте смотреть, 42-42 в круг, здесь у нас 40-40-60, а здесь бронирование поменьше башни. Скорость поворота 42, обзор 330. У нас скорость поворота выше башни, ну и, конечно, обзор 320, а здесь 300 плюс 10 метров. То есть преимущество есть, но в броне теряете. Вот. По оборудованию ставим стандартный комплект, ничего сверхъестественного. Танк медленный, хоть это и СТ-шка, но ездит очень, как по мне, медленно, поэтому назначим турбину, ну и лучший обзор вам не помешает, поставьте улучшенную просветленную оптику. По снарядам ББшка здесь у нас летит 886 основной снаряд, голдовый у нас здесь подкол, вот, летит уже 1100, и это очень интересно.
Вот. По снаряжению стандартный комплект ремка, аптечка. Экипаж у нас 3 члена экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт. Вторым боевой браслет. Далее, как качаете, как показано в таблице. Поставили вот такое оборудование. Да, экипаж у нас на 100% не переобучен, снятый со старшего левела. Не стал я постоянно экипаж портить, переобучая со старших левелов на младшие. Вот. А при всем при этом, кстати, УВН пушки минус 11. Заряжается у нас пушечка 3.31, штраф у нас за экипаж минус 0.09. Нет, не 0.09, у нас минус 0.4, даже побольше. То есть, по сути, могло бы быть 2.9. Менее 3 секунд будет заряжаться, если экипаж будет переобучен на 100%. Время сведения 1.86, тоже штраф за экипаж. Так бы было 0.7, кстати. Вот, разброс 0.42, могло бы быть 0.38. И ДПМ у нас ниже 1000. Из-за экипажа много у меня потерь. Но я для обзора переобучать не буду. У вас, конечно, все будет получите. ПХП у нас, как для 3-го уровня, стандартное количество очков прочности по мобильности. Вот здесь все, смотрите, грустно. Показывается нам, что у нас максималка с турбиной 49, почти полтос, 14 назад. Но 12 лошадей на тонну удельной мощности не позволяет набрать эту максималку, не позволяет быстро ее набирать. И это безумно мешает играть на этой машине. По незаметности у нас просто мега огромный танк, незаметности здесь как таковой быть не может. Вот. По обзору у нас 340 метров, потеря, опять штраф, минус 29, то что экипаж, командир не переобучен, так бы было почти 370 метров. И это уже хорошо, то есть у вас будет 370 метров. Вот, давайте по плюсам и минусам этой машины. По плюсам. В принципе, неплохая, с хорошими УВНами пушка, достаточно ДПМная. Немного ей не хватает, как на мой взгляд, альфулечки, но как есть. Дальше, по плюсам. А больше плюсов нету. Тут нету плюсов. Брони нету, минус. Подвижность очень плохая, и вы это сейчас увидите, как мы отправимся в бой, это тоже минус. Хотя нет, по обзору, если максимально все вкачано, это плюс. По незаметности это минус, танк большой, и вы своей сиськой часто из-за кустов будете себя выдавать в свое месторасположение. Соответственно, у танка где-то поровну плюсы на минус, но нам-то, чтобы играть в песке, там спускаться со старших левелов, нужно побольше плюсов. К сожалению, эта машина таким количеством плюсов не обладает. Предлагаю это подтвердить боем, поехать в бой, посмотреть, как Самуа С-35 играет с современным рендами. Поехали! Так, танкисты, попали мы к 4-м левелам на Самуа С-35. Средний французский танк 3-го левела. Сразу включаю голду, потому что попали к 4-кам. Это тут даже не обсуждается. Вот. Ехать направо, где будут биться тяжелые танки, нам смысла нету, потому что у нас нет брони, чтобы впрямую с ними перестреливаться, да. Получать будем урон. Поэтому поедем налево, где обычно дерутся средние танки, но у нас нет подвижности. Если все танки врагов поедут по воде справа, мы банально не успеем в этом бою нанести нормального урона, настрелять, так сказать. Ну, как есть, так есть. Казалось бы, нет брони, почему ты не едешь-то быстро? А вот потому что здесь движок от газонокосилки. И это, безусловно, минус этого танка для комфортной игры в песке. Вот это. Он даже Стюг 3 и тот быстрее едет. Так, с нами идут 2 ПТшки. И это хорошо. У них хорошее пробитие, хороший сочный урон. Если мы здесь встретим кучу врагов, то ПТшки нам помогут. Попробуем что-нибудь посветить, может быть. Обзор у нас есть какой-никакой. Аккуратнее, да, враг уже близко.
Т-5 стоит в кустиках. Во, ты чё тут удумал? Получи! Больше врагов! О, удает. Враги повсюду! Хорошо пошло! Добираем пацана, он уже не уедет. Это мне нравится! Все, отыгрался. Это хорошо. Так, ПЗС-35 там стоит. Там дофига, кстати, вражин. Держу цель! Врагу почти все Доигрался. ушло! Враги Врага. повсюду! Как он задолбал своими Ворог уже фугасами. близко! Просто. Надо их на нас выманивать. Враги повсюду! Ты глянь, не пробиваем, а они нас секут. Все, мы уже остались без ХП. Вот я и говорю, что у нас нет ХП, нет подвижности. Так все странно, подставляться больше под фугасом мы не можем. Занимаем позицию, едем. Вот сюда. Будем стараться встречать эту группу танков. Шрам останется! Враг уже близко! Получи! Хорошо пошло! Миленько! Где ты там? Аккуратнее там! Это мне нравится! Хорошо пошло! Хорошо. Падаем, падаем, падаем. Опа. Придется туго! Ну, ребята, я Да, считаю, пришла, неплохо откуда мы не настреляли. ждали. Не факт, что наша команда выиграет. Как для этого танка 616 урона нанести, это нормально. 230 засвета, то есть у нас суммы там получилось 850. Как для танка третьего уровня, сами понимаете, пойдет. То есть мы свое собственное ХП разменяли на 850 среднего урона. Это засвет плюс урон. Это хорошо. Все, я думаю, мы здесь, скорее всего, выиграем. Хотя, кто его знает. В угол, наверное, зажался ПЗС-35. Вот. Меня задели! И стоит вон там, в уголку. Будет сейчас постепенно всех наших убивать. Да. А еще ФЦМ. А ФЦМ, скорее всего, на балконе где-то мнется. О, гля, где он? Так, секунду. Ой, прошу прощения. Давайте уж досмотрим этот боец.
зазвонил телефон во время записи обзора. Всегда это сильно мешает, раздражает, но так уж получилось. Ну что, наши выигрывают, нет? ПЗ-1С подсветит этого другалька в уголку. Враг уже близко. Тембовая позиция в углу реально. Только остается Хедзуру блайндить туда. Он смертник едет, смотрите. Хотя. Блин, давайте, пацаны, уже выигрывайте. У нас обзор боя. Враги повсюду. Ага, вон он. Ой, этот засветился. Вот. Сейчас Мардер наведет порядок. Попробуй, это не кончится. Вот. Ну и все, осталось только ФЦМ. Поехали! Сейчас подсвет даст. О, не лезь, не лезь, не лезь. Хедзар, давай. Вот, все, победа. Что в целом можем сказать по данному танку? Как для среднего танка у него не хватает подвижности. То есть достаточно он все-таки медленно ездит, да. И это основной плюс этой машины в песке. В остальном, в целом, какая-никакая, что-то там даже по броне есть, да, но рассчитывать, что вас постоянно будет не пробивать, конечно же, нет. А уж по вам будут стрелять голдой, это стопроцентное пробитие. Ультимативной брони на этом танке нет. Комфортный он, чтобы спускаться со старших танков сюда в песок и играть. Вот заняли, видите, третью позицию по урону. Ну, наверное, нет. Есть более интересные машины на третьих левелах среди прем-танков и веток обычных проходных танков, да. Вот, эта машина не имба. И покайфовать, поездить в песке, ну, наверное, на ней все-таки не особо получится. Вот. Пишите свои комментарии, господа, если у вас такая машинка, да, какой вы используете оборудование на ней, получается у вас, не получается на ней комфортно играть. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.